Мне кажется, что у меня стали появляться какие-то надежды на что-то для себя только в последний месяц-два. В целом мне свойственно жить каким-то проектом, большой мечтой, дом, квартира, ремонт, поездки, карьерные какие-то штуки. И вот полгода этого не было вообще. У меня просто все отрезало, потому что я не понимала, зачем что бы то ни было делать, и в целом все бессмысленно. Сейчас у меня есть ощущение семьи. Мне хочется, пока вот этот весь пиздец происходит, родить детей, посидеть дома, немножко одуплиться. Плюс я вспомнила, что до войны я вот была директором кинотеатров, и мы были на фазе согласования проекта книги, которую я хотела с издательством одним делать. И в целом какая-то неплохая жизнь была. Неплохая. Но я не возвращалась ни к одной из тех довоенных идей все это время. А на прошлой неделе буквально я вдруг вспомнила про этот проект и думаю, ну, блин, а я же могу что-то из этого сделать. Вообще-то там была прям хорошая идея. Это в основном связано с историей кино и с женской оптикой, и я думаю, блин, вообще-то это можно было как-то воплотить все еще, как-то по-другому, но тем не менее. И это начало меня греть. Я поняла, что я могу что-то создавать хорошее, информационное. И я хочу писать детские книги. Вся деятельность, которую я делала до этого, для меня связана с тем, что для меня важно публично осуждать войну. Может быть, не в каждой фразе, но это ценностное будет всегда сквозить. Но это просто небезопасно. То есть, если я не лезу на рожон, как Яшин, не делаю все, что можно, чтобы оказаться в тюрьме в предложенных условиях, а все-таки хочу попытаться здесь пожить какую-то человеческую жизнь, то я не могу этим заниматься. И я долго думала, что бы я могла тогда делать, и вспомнила, что у меня вообще-то художественное образование, и что детская литература сейчас мной ощущается как какая-то зона безопасности. Это возможность для творческой реализации, с одной стороны, а с другой там настолько все иносказательно можно сделать. Все то же самое, только никто не считает это так, как может быть для меня опасно. И вот сейчас у меня мысли типа сделать проект про историю женщин в киноиндустрии, написать детскую книжку, работать свою основную работу как-то не совсем неприлично плохо, а просто нормально, и жить сегодняшним днем. А в более широком контексте я не знаю. Я не так оптимистична, как некоторые. Смотри, давай так. Все закончится. Сейчас для меня первично, чтобы закончилась война. Я надеюсь, что она закончится весной-летом. Но я это взяла не с потолка, я почитываю там какие-то телеграм-каналы, с кем-то разговариваю. У моего молодого человека отец из Киева, и, в общем, мы все довольно сильно вовлечены в то, как живут люди, которые эвакуировались или все еще остаются там. И вот кажется, что есть шанс, что весной-летом это закончится. Но это не все закончится. Я все еще останусь жить при режиме Путина, а значит, что пока жив этот режим, даже не Путин, а режим, ничего не закончится. Режим больше Путина, к сожалению. Мне кажется, лет 10 все будет приходить обратно в какую-то человеческую норму. Когда рухнула моя индустрия, в которой я работала, и еще когда я давала интервью первое про увольнение, мне было не так обидно увольняться, потому что я уже понимала, что киноиндустрия пизда. Ну, как бы по всем признакам все будет плохо. И я тогда подумала, что сейчас хорошее время, чтобы заняться всякими семейно-бытовыми делами. Именно потому, что мне кажется, что лет через 10 можно будет это все начинать заново. И тогда все мои знания, возможно, пригодятся. Я бы хотела, конечно, руководить кинотеатрами и вообще заниматься какими-то кинопрокатными штуками в прекрасной России будущего. Ну да, война полгода, режим лет 10. Такие у меня ощущения. Главное, чтобы мы все это пережили. Это единственная задача. Поэтому я фокусируюсь больше на частных личных делах, потому что это единственное, что позволяет за что-то держаться психике. Потому что если думать о том, что сейчас происходит, про Яшина, про Навального, про Скаличенко, про моих уехавших друзей, про ЛГБТ-закон, то пиздец.
А если думать о том, что, ну, вот в таком водовороте исторического периода ты оказался в предложенных обстоятельствах, ну так давайте с куражом и задором это все проживать, ну, значит, сейчас вот так. Это не отменяет того, что я хочу смородину собирать на даче. И это не значит, что я перестану говорить про войну. Это не значит, что я закрою на это глаза. Это не значит, что я перестану читать новости про Украину и про преступления режима. Но это и не значит, что я позволю этому заменить мне мою жизнь. Хочется, конечно, чтобы все вернулись. И мы могли все обняться и снова начать жить какую-то общую жизнь. Но очень тяжело от некоторых близких уехавших. Как будто бы пересекаешь границу, и в эту секунду с тебя снимается часть ответственности. Ну все, а я в домике, а я ни при чем, а я уже не в России, нет. Вот те там, они пусть и свергают. Я тут оппозиционной деятельностью занимаюсь, и я ни при чем. И это те же люди, которые еще вчера прекрасно понимали, в каких обстоятельствах ты здесь находишься с точки зрения цензуры, преследований и давления. Очевидно, что это большой прессинг, под которым ты находишься нон-стоп. А они через 2 дня такие: подождите, а мне вот тут можно петь песни и пить вино, а вам там нельзя. В какой еще театр ты собралась? Какой нахрен театр? Ты что, идешь в театр, где с афиши сняли имя режиссера? Тебе вот не стыдно? Это же ну как можно? Лучше пусть вообще все театры закроют. Не ходите больше в театры. Чего же вы там все еще не сдохли-то, непонятно? Я же уехал, вы должны были сдохнуть. Не по плану. Ну, и это тяжело. Вот вышло интервью Крымову у Гордеевой, где он идет по Нью-Йорку и рассказывает о том, какие мы здесь все сволочи, что мы здесь остались, и очень сочувственно и довольно искренне при этом говорит, что «а как же, зачем же, нет, хорошо, что какие-то спектакли его здесь еще идут, он вроде как и не против, но вообще, конечно, неприятно, что здесь люди как-то смеют существовать, есть в ресторанах и улыбаться, и вообще какие-то человеческие признаки проявлять». И мне прям стало больно, потому что для меня это ниточка ценностная, на которую я могу опереться. Это сопротивление, условно, во время оккупации. Я воспринимаю Москву как город в оккупационном режиме. А мне говорят: нет, вы сами оккупанты себя. На самом деле, мне кажется, это всегда была проблема людей, которые эмигрируют. Это мощное, тяжелое решение для человека, который уезжает, потому что это кардинальное изменение всех аспектов жизни. И тебе настолько важно эмоционально себе это оправдать, что ты начинаешь убеждать себя, что это было единственно верным. И что все, что могло быть сделано иначе, неправильно. И все, кто поступил по-другому, должны страдать. А понять, что это некий ассортимент выборов, и они могут быть по-разному тяжелыми, и верных нет, и ты делаешь так, как сейчас тебе чувствуется правильным, очень тяжело. У меня было такое, что я переставала общаться с приятельницами, которые еще в мирное время уезжали из России, и через несколько лет они начинали говорить, что те, кто живут в России, пиздец, говно, тупые, злые, неприятные. И при этом они там продолжали жить на деньги родителей, которые они продолжали все еще зарабатывать в России. У меня это вызывало злость. Во-первых, научитесь писать грамотно свои вот эти вот хейтерские посты, а во-вторых, как бы я просто не хочу их читать. И сейчас я вижу еще больше проявления вот этого же. Что ты просто сделал что-то очень тяжелое в своей жизни, и тебе очень важно самого себя убедить, что по-другому было нельзя. Но всегда можно по-другому. Это не значит, что это плохо или неправильно, но это и не значит, что все должны так сделать. А может быть, я и чудовищно заблуждаюсь. Может быть, через полгода нас всех расстреляют, и потом те, кто через 100 лет будет читать эти воспоминания, такие: бля, во дебилы, чё вы не уехали вообще, границы открыты, что ты несешь, пешком пиздуй туда, что ты там сидишь? А может быть, люди, которые уехали, умрут в нищете и голоде, и последними их воспоминаниями будут русские березы, и я буду говорить: ребята, ну что же вы не вернулись, да никто бы вас здесь не съел. Мы не знаем. Мы ничего этого не знаем. Я, наверное, в этом плане фаталист. Если будут говорить: завтра мы тебя расстреляем,
я, конечно, соберу манатки и уеду. А если просто медленно вариться в этом пиздеце, ну, поваримся еще немножко.